Далее вопрос от Максима из Донецка. Валерий Викторович, прокомментируйте ситуацию с отзывом российских военных из совместного центра по контролю и координации по прекращению огня на Донбассе. Для чего сделан такой подарок Порошенко, чтобы ему можно было выкрутиться, Подарок. ну так пишет, в ситуации с Саакашвили за счет Донбасса? Ведь все процессы ускоряются из-за выборов президента России. И основные провокации со стороны Украины, скорее всего, планировались именно на время Олимпиады, как любят пиндосы и как это было, например, с Грузией и Южной Осетией. Вот. Замечательно. То есть человек видит, что это было с Грузией и Южной Осетией, но человек почему-то считает, что это подарок Порошенко. А я напомню, что было с Южной Осетией. Тогда грузинские фашисты убили наших миротворцев, напали. И у России не было варианта участвовать или не участвовать в этой войне. Просто не было. И вот складываются такие же, собственно, обстоятельства. Когда наши офицеры из совместного центра становились заложниками, и их в любой момент, а мы понимаем, когда этот момент должен был наступить, должны были, их же там в коридорах плечами толкали, с ними пытались разборки провести. То есть в определенный момент просто бы возмущенные солдаты, так называемые солдаты, солдаты в принципе не могут служить в ВСУ, потому что ВСУ это вооруженный сброд Украины. Там нет ни солдат, ни офицеров, там сброд. Они убивают наших офицеров, и у нас нет варианта. И то есть провокация, то, о чем мечтали с 2014 года, Россия вводит свои войска и зачищает бандеровскую гниль на Украине, вот она, подарок. А нам это зачем надо? Мы видим, что готовится провокация. Мы видим, что собираются убить наших офицеров. Так не проще ли нам наших офицеров вывести? А вот если Порошенко and Company начинают войну, как это и полагается, то вооруженные силы Новороссии больше Россия сдерживать не будет. И они войдут и в Киев, и в Ровно, и во Львов, и в Ужгород. Везде войдут. Сил вполне хватит, снарядов хватит. Общественная инициатива России позаботится о том, чтобы хватило как физических сил, то есть людей, бойцов, так и хватило снарядов. То есть тыл у Луганской и Донецкой республики, у вооруженных сил Новороссии вполне надежный. Вот с чем столкнулись те, кто планирует войну. И выведены наши офицеры заблаговременно, чтобы все можно было решить дипломатическим путем. И не допустить кровавой бойни, в результате которого, да, вооруженные силы Новороссии пройдут до западной границы, до Мукачева и Шагини. Но зачем это делать, если можно решить с меньшей кровью и не допустить этой войны? То есть это наоборот, не подарок Порошенко. Это забота о тех людях, которые находятся под обстрелами карателей из ВСУ. Чтобы там не было полномасштабной бойни, которую запланировали в Вашингтоне. Это игра на опережение. Нам что, нужно наступать на те же самые грабли, на которые мы уже наступили в 2008 году, когда у нас резидентом был некто по имени Дмитрий Анатольевич и по фамилии Медведев. Только благодаря его президентству состоялась эта провокация. Его активнейшей позиции погибли наши миротворцы. А можно было сделать все наоборот. И фашистов грузинских поставить на место, разгромить их. И не допустить гибели людей.
Поэтому, когда сейчас работается правильно, заблаговременно, так это надо понимать, о чем идет речь. О заботе и спасении жизни, в том числе и наших офицеров из совместного центра.